Глава 92. 3000 фонарей, вокруг повисло молчание, продолжавшееся довольно долго, затем ему на смену пришла внезапная шумная волна. Ведь даже возвышающийся над всеми и непоколебимый как гора Тайшань-дворец Шинью никогда не получал 3000 фонарей негасимого света за одну ночь пиршества в честь середины осени. Более того, ни у кого и в мыслях не помещалось такое число. 1000 еще куда ни шло, но 3000 — поистине беспрецедентный случай, ведь это даже больше, чем количество фонарей нескольких предыдущих небожителей, вместе взятых. Нетрудно догадаться, что в тот момент многие просто не смогли поверить в услышанное. Тут же кто-то, не выдержав, воскликнул: «Это какая-то ошибка, должно быть, неверно посчитали». Однако, опуская вопрос о том, мог ли небожитель, назначенный специально для подсчета результатов на состязание фонарей и простоявший на этой должности многие годы, ошибиться именно сегодня, глядя на целый поток из фонарей, образующих огромную световую завесу, в самом крайнем случае можно было по ошибке назвать меньшее число, но никак не большее. Поэтому сразу же кто-то заметил: а может, это вовсе не молитвенные фонари негасимого света? Может, это обыкновенные фонарики? Фактически, его вопрос означал, не фальшивка ли это, и тут же сразу несколько человек поддержали предположение. Но Ши Цинцюань не согласился: как это могут быть обыкновенные фонари? Фонари негасимого света совершенно отличаются по свойствам от обычных, которые ни за что не смогли бы воспарить к небесам. О какой фальшивке может идти речь, если бы подобное оправдание прозвучало из уст селяня? Остальные, наверное, продолжали бы сомневаться, но если уж так сказал Ши Цинцюань, да к тому же в присутствии Шиуду, больше никто не осмелился развивать тему. Эта нить обсуждения зашла в тупик, оставалось повернуть в другом направлении. Господа, но где находится этот храм 1000 фонарей? Кто и когда его выстроил? Кто-нибудь из вас, божественные коллеги, осведомлен об этом? Небожитель, объявивший результат, ответил: мне это неизвестно. Но надпись на самих фонарях гласит именно «Храм 1000 фонарей», следовательно, они поднялись оттуда. Но мне никогда не приходилось слышать ни о каком храме 1000 фонарей, верно? Я тоже никогда о нем не слыхал. Селянь, наконец оправившись от потрясения, из-за которого все его мысли куда-то улетучились, в ответ на их вопросы честно произнес: уважаемые господа, не стану лукавить, не только вы о нем не слышали, но и сам я о нем также не слышал. Но ведь невозможно, чтобы и храм для него построил Тяньшен. У всех присутствующих голова шла кругом, будто в них угодил удар молнии. Никто не смел поверить в случившееся этой ночью, разногласия никак не стихали. Селяню так и хотелось сказать: это ведь всего лишь игра, к чему воспринимать ее столь серьезно? Но, во-первых, очень многие в душе вовсе не считали игру игрой, а во-вторых, он ведь занял в этой игре первое место, и разве не захотят остальные поколотить его, услышав подобные утешения? Другие небожители, заняв место далеко позади принца, также не осмеливались произнести подобной фразы, которая прозвучала бы в их устах как довольное нелепое оправдание для самих себя, мол, ничего страшного, что первенство нам не досталось, подумаешь. Пока другие спорили, Пэймин усмехнулся: а я ведь говорил, что собиратель цветов под кровавым дождем выкрал его высочество наследного принца вовсе не из недобрых намерений, и ведь никто из вас тогда мне не поверил. Ну что, теперь убедились? Его напоминание мгновенно заставило всех осознать. Ведь если это Хуачен, в таком случае для него и впрямь не составило бы труда, лишь махнув рукой, запустить в небо 3000 молитвенных фонарей негасимого света. Связаны ли Селянь и Хуачен отношениями какого-либо характера, поистине являлась для всех загадкой. Ранняя версия о недобрых намерениях последнего казалась всем куда более заслуживающей доверия. Поскольку не существовало причины, по которой Хуачен, всегда относившийся к чертогам верхних небес крайне враждебно, внезапно посмотрел бы на Селяня иным взглядом. Но точно так же не существовало и причины, чтобы Хуачен, которому никакой закон не писан, вдруг стал бы относиться к кому-то с притворной добротой. Однако после сегодняшнего события на пиршестве в честь середины осени предположение о недобрых намерениях явно пошатнулось, потеряв под собой опору. Ведь это же все-таки 3000 фонарей негасимого света.
Даже сам повелитель вод, в руках которого сосредоточены богатство и процветание, не осмелился бы так просто взять и устроить что-то подобное. Посреди всеобщих споров и недоумений внезапно с высокого места послышались неторопливые хлопки. Небожители смолкли, повернулись на звук и увидели, что Цзюнь-У, хлопая в ладоши, улыбнулся Селяню. «Синь-Лэ, прими поздравления». Селянь, осознавая, что Цзюнь-У таким образом помог ему выйти из затруднительного положения, преисполнился благодарности и склонил перед владыкой голову. Цзюнь уже со вздохом добавил: «Ты всегда умел творить чудеса». После его слов остальные постепенно успокоились, а спустя несколько мгновений, последовав примеру Цзюнь-У, один за другим принялись аплодировать и высказывать поздравления. Посему, каким бы потрясением ни оказался результат принца, другие бессмертные небожители не могли не признать его подлинность. Все-таки этот его высочество, наследный принц испокон веков, был полон чудес и сюрпризов. Так повелось когда-то, и до сих пор осталось неизменным. Пиршество в честь середины осени подошло к концу. Трудящийся над громовыми раскатами повелитель грома тоже свернул свою работу. Более всех для создания атмосферы постарался Ши Цинцюань, чье бы имя ни называл глашатай, повелитель ветров первым начинал шумно хлопать в ладоши и кричать. Кроме момента, когда объявили Пэймина. Селянь вначале хотел спросить у Ши Цинцюаня, не будет ли повелитель вод раздосадован тем, что вынужденно занял третье место, смещенный с такого же вынужденного второго, но все же принц не увидел на лице Ши Уду ни капли расстройства. Пэймин и Линвэнь высказали ему поздравления, а затем троица принялась обсуждать, в чьи владения отправиться, чтобы найти там горы с горячими источниками, попариться и насладиться массажем Туйна. Ши Цинцюань спросил: «Брат, вы опять отправитесь развлекаться?» Ши Уду, сложив веер, ответил: «Да». Линвэнь скрестила руки на груди и усмехнулась: «Ваше превосходительство не желает присоединиться к нашему веселью?» Ши Цинцюань ответил: «Я не пойду с вами. Уже договорился кое с кем». Ши Уду нахмурился: «Только не вздумай кшаться со всяким сбродом». Линвэнь спросила, каким бы сбродным ни был этот сброд, разве сможет он переплюнуть генерала Пэ? Пэймин предостерег: «Дрожайшая Цзе, придержи язык». Селянь дождался, пока они перекинутся еще парой фраз, и вместе с Ши Цинцюанем приготовился покинуть место пиршества. По пути они столкнулись с Му Цином, вновь хмурым как туча, но принц так и не понял, заприметил ли тот его. Фэн Синь же, в отличие от Му Цина, поднявшись с места и направляясь к выходу, по пути бросил Селяню: «Поздравляю». Селянь кивнул ему в ответ: «Спасибо». Повелитель ветров поселил Лан Ина в своих владениях в столице бессмертных. Теперь юноша выглядел чистым и опрятным, только по-прежнему боялся незнакомцев и, спускаясь вместе с Селянем с небес, не проронил почти ни единого ни слова. Принц сперва отправился в поселок, чтобы купить юноше немного свежих фруктов, но и потом не сразу вернулся в монастырь водных каштанов, заглянув сначала в небольшую рощицу неподалеку. Ожидания принца оправдались, рощица оказалась довольно оживленной. На дереве висел, изрыгая громкие грязные проклятия, молодой мужчина, связанный белой лентой. Он был голый по пояс, а внизу под деревом сидел мальчишка, который отгонял от него комаров. Наказав Лан Ину постоять снаружи, сам Селянь неторопливо направился в рощу. Мужчина, завидев его, разразился гневной бранью: «Селянь, пёсий ты потрох, а ну сейчас же, мать твою, опусти меня на землю. Помру, помру, я сейчас помру». Селянь же мягко ответил: «Тебя наверняка многие годы не кусали комары. Что плохого в том, чтобы вновь ощутить, что значит быть живым?» Мужчиной оказался Цзэжун. Селянь совершенно точно знал, что он наверняка не станет сидеть сложа руки и уговорит Гуцзы помочь ему разрезать или разорвать Жайо, поэтому наказал Ленте, и если пленник захочет сбежать, притащить его в эту рощу, насладиться как следует природой. Цзэжун все время прикрывался тем, что захватил чужое тело, поэтому Селянь не мог постоянно его избивать, но вот заставить его ощутить такие небольшие мучения все-таки не возбранялось. Селянь частенько ходил сюда собирать хворост и всякий хлам, поэтому вдоволь на себе испытал, как больно кусают местные комары.
Вот и Цзэжун теперь весь покрылся вспухшими укусами комариного роя, так что ему смерть показалась милей жизни. И где же твое валеное сердце снежного лотоса? Что же ты теперь не строишь из себя добренького недотепу? Все не унимался Цзэжун. Гудзе схватился за ногу селяня и захныкал: «Братец, сними моего отца оттуда. Он уже очень давно там висит». Селянь погладил мальчика по голове, а в следующий миг послышался вскрик Цзэжуна и глухой удар, тот свалился с дерева на землю. Чтобы вернуться в деревню водных каштанов, пришлось идти через кленовый лес. Селянь одной рукой тащил голову по пояс молодого мужчину, который беспрерывно бранился, а следом шли двое детей. Один не переставал всхлипывать, другой погрузился в молчание. Принц подумал, что их компания, наверное, выглядит поистине странно. Поднимаясь на пригорок, он сказал двоим мальчикам: «Осторожнее, смотрите под ноги. Здесь легко споткнуться». Принц сказал чистую правду. Иногда, если случалось возвращаться после сбора рухляди в поселке поздно ночью, стоило ему в темноте пойти по этой тропе, по неизвестной причине он каждый раз спотыкался и падал бесчетное множество раз. Цзэжун, услышав, взмолился: «А небеса! Прошу вас, сделайте так, чтобы этот человек поскорее свалился с этого холма и свернул себе шею». Селяню его слова показались не более чем поводом для смеха. «Ты же демон, тебе ли обращаться к небесам с мольбой?» Как вдруг принц заметил, что сверху льется мягкое сияние, от которого темнеющий впереди путь, кажется, стал немного светлее и яснее. Подняв голову, селянь убедился, что ему не померещилось. Небеса действительно озарял свет. Свет 3000 негасимых фонарей. Подвешенные в ночном небе огоньки текли грандиозным потоком, так что даже мерцание звезд и сияние луны померкло перед ними. Селянь замер, глядя наверх, а потом тихо-тихо выдохнул: «Спасибо». Цзэжун не знал, что это означает, и потому лишь хихикнул: «С чего тебе то говорить спасибо? Кто-то зажег их себе на потеху, а вовсе не специально для тебя. Поменьше бы строил иллюзий на свой счет». Селянь молча улыбнулся, но спорить с ним не стал, лишь произнес: «Существование подобной красоты на свете уже само по себе стоит благодарности». С таким прекрасным пейзажем в душе принц мог больше не бояться, что кто-то посторонний испортит ему настроение. Под сиянием ярких фонариков в небесах он направился по дороге вперед.